Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Видеоуроки математики». Вас приветствует преподаватель Лещенко Татьяна Александровна. Предлагаю вашему вниманию первый урок из сокращенного курса геометрии 7 класса. Тема урока «Основные свойства простейших фигур». Начнем с аксиом планиметрии. Аксиома – это утверждение, не требующее доказательства. Основными фигурами планиметрии являются точка и прямая. Аксиомы принадлежности точек и прямых плоскости. Аксиома номер 1. Какой бы ни была прямая, существуют точки, как принадлежащие этой прямой, так и не принадлежащие. Рассмотрим некоторую прямую. Назовем ее А. Пусть точка А принадлежит этой прямой, а точка Б не принадлежит. Записывают это так. Точка А принадлежит прямой А, точка Б не принадлежит прямой А. Аксиома 2. Через две точки можно провести прямую и только одну. То есть через точки А и Б можно провести прямую, и такая прямая будет единственной. Вторая группа аксиом – аксиомы взаимного расположения точек на прямой и на плоскости. Аксиома 1. Из трех точек на прямой одна и только одна лежит между двумя другими. На рисунке точка Б лежит между точками А и С. Аксиома 2. Прямая разбивает плоскость на две полуплоскости. На рисунке прямая А разбивает плоскость на две полуплоскости. Верхнюю относительно прямой А и нижнюю. Верхнюю полуплоскость назовем греческой буквой альфа, нижнюю бета. Тогда точка А принадлежит полуплоскости альфа. Записывают это так. А принадлежит альфа. Точка Б принадлежит полуплоскости бета. Записывают это так. Б принадлежит бета. Аксиома 3. Отрезок пересекает прямую, если концы этого отрезка лежат в разных полуплоскостях относительно прямой. На рисунке отрезок МН пересекает прямую А. Записывают это так. МН пересекает А. А отрезок НК не пересекает прямую А. НК не пересекает А. Следующая группа аксиом – это аксиомы измерения отрезков и углов. Аксиома 1. Каждый отрезок имеет определенную длину больше нуля. Длина отрезка равна сумме длин частей, на которые этот отрезок разбивается любой своей точкой. Рассмотрим отрезок АБ. Пусть этот отрезок АБ точкой С разбивается на две части. Пусть длина отрезка АБ равна А. Согласно аксиомы, А – число положительное. Длина отрезка АБ равна сумме длин частей, на которые этот отрезок разбивается любой своей точкой. То есть АБ равняется сумме длин частей, то есть сумме длин отрезков АС и СБ или БС. АС плюс СБ. Аксиома 2. Каждый угол имеет определенную градусную меру больше нуля. Развернутый угол равен 180 градусам. Градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами. Рассмотрим угол АБС. Пусть величина этого угла равна n градусов.
записывают это так. Угол ABC равняется n градусов, где n градусов – положительное число. Если угол ABC разбивается лучом BD на два угла ABD и DBC, то величина угла ABC, согласно этой аксиомы, равна сумме величин углов ABD и DBC. Рассмотрим развернутый угол MON. Его величина равна 180 градусам. Записывают это так. Угол MON равен 180 градусов. Следующая группа аксиом – это аксиомы отложения отрезков и углов. Аксиома 1. На любой полупрямой от ее начальной точки можно отложить отрезок заданной длины и только один. Рассмотрим некоторую полупрямую с началом в точке О. Согласно этой аксиомы, на данной полупрямой от ее начальной точки О можно отложить отрезок заданной длины, назовем его ОА, и только один. Пусть длина этого отрезка равна некоторому числу b. Записывают это так. ОА равняется b. Причем отрезок ОА единственный. Аксиома 2. От любой полупрямой в заданную полуплоскость можно отложить угол заданной градусной меры меньше 180 градусов и только один. Выберем некоторую полупрямую с началом в точке B и некоторую полуплоскость, например, верхнюю, относительно данной полупрямой. Согласно аксиомы, от заданной полупрямой в заданную полуплоскость, обозначим ее буквой альфа, можно отложить угол заданной градусной величины. Например, угол ABC, величина которого равна n градусов, где n градусов больше 0 градусов, но меньше 180 градусов. Записывают это так. Угол ABC равен n градусов. Причем такой угол единственный. Аксиома 3. Каким бы ни был треугольник, существует равный ему треугольник в заданном расположении относительно данной полупрямой. То есть, каким бы ни был треугольник ABC, существует равный ему треугольник А1, Б1, С1 в данном расположении относительно заданной полупрямой. То есть, в нашем случае в верхней полуплоскости относительно полупрямой А1С1. То есть от полупрямой А1С1 в верхнюю полуплоскость можно отложить треугольник, равный данному. Записывают это так. Треугольник ABC равен треугольнику А1, Б1, С1. И последняя аксиома – это аксиома параллельных. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести на плоскости прямую параллельную данной и только одну. Пусть дана некоторая прямая А и точка Б, не лежащая на этой прямой. Тогда через точку Б можно провести прямую параллельную прямой А, назовем ее Б, и притом только одну. Записывают это так. Точка Б не принадлежит прямой А. Точка Б принадлежит прямой Б. Прямая Б параллельна прямой А. При этом Б единственная. Рассмотрим несколько примеров задач на аксиомы стереометрии. Задача номер 1.
точки А, Б и С лежат на одной прямой. АБ равно 30 см, БС равно 5 см. Какой может быть длина отрезка АС? Итак, согласно условию задачи, имеется некоторая прямая, на которой лежат точки А, Б и С. Причем длина отрезка АБ равна 30 см, длина отрезка БС равна 5 см. Спрашивается, какой может быть длина отрезка АС. То есть длина отрезка АС неизвестна. Пусть на данной прямой точки А, Б и С размещены следующим образом. Согласно аксиомы измерения отрезков, длина отрезка равна сумме длин частей, на которые этот отрезок разбивается любой своей точкой. Мы можем записать следующее, что отрезок АС равен сумме длин отрезков АБ и БС. Так как длины отрезков АБ и БС нам известны, они равны 30 см и 5 см соответственно, значит длина отрезка АС равна 35 см. Но возможен и другой случай, когда точки А, Б и С размещены следующим образом. Тогда длина отрезка АБ равна сумме длин отрезков АС и СБ. Чтобы найти АС, неизвестное слагаемое, надо из суммы АБ вычесть известное слагаемое СБ. Так как СБ и БС это один и тот же отрезок, мы можем записать как БС и подставить в это выражение соответствующие длины 30 см и 5 см. Получится АС равняется 30 минус 5, 25 сантиметров. Таким образом, наша задача имеет два решения. 35 сантиметров или 25 сантиметров. Запишем ответ. Задача номер 2. Даны прямая С и три точки К, М, П, не принадлежащие этой прямой. Такие, что отрезок КП не пересекает прямую С, а отрезок МП ее пересекает. Пересекает ли эту прямую отрезок КМ? Итак, согласно условию задачи, имеется некоторая прямая С и три точки, не лежащие на этой прямой КМП. Причем отрезок КП не пересекает прямую С, а отрезок МП пересекает. КП не пересекает, а МП пересекает. То есть точки К и П лежат в одной полуплоскости относительно прямой С, а точки М и П лежат в разных полуплоскостях относительно прямой С. При этом мы ссылаемся на аксиому 3 взаимного размещения точек на прямой и на плоскости. То есть отрезок пересекает прямую, если концы этого отрезка лежат в разных полуплоскостях относительно прямой А. Таким образом, отрезок КП не пересекает прямую С, а отрезок МП пересекает. Спрашивается, пересекает ли прямую С отрезок КМ. Отрезок КМ пересекает прямую С, поскольку точки К и М, концы этого отрезка, расположены в разных полуплоскостях относительно прямой С. Согласно все той же аксиоме 3 взаимного расположения точек на плоскости. Задача номер 3. Луч P проходит между лучами А и Б. Угол АБ равен 90 градусов, угол АП равен 32 градуса. Найти угол ПБ. Запишем, что дано по условию задачи. Угол АБ равен 90 градусов.
То есть это угол, образованный лучами А и Б. Угол АП равен 32 градуса. Это угол, образованный лучами А и П. Необходимо найти величину угла ПБ. Решение задачи. Итак, два луча А и Б пересекаются под прямым углом. Прямой угол обозначают так. Луч П проходит между лучами А и Б, причем величина угла АП равна 32 градуса. Необходимо найти величину угла ПБ, то есть величину угла, образованного лучами П и Б. Для решения этой задачи мы воспользуемся аксиомой измерения углов, в которой говорится о том, что градусная мера угла равна сумме градусных мер углов, на которые он разбивается любым лучом, проходящим между его сторонами. То есть величина угла АБ равна сумме величин углов АП и ПБ. Чтобы найти величину угла ПБ, надо из величины угла АБ вычесть величину угла АП, так как, чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Подставим в это выражение данные в условии задачи величины углов. Так как угол АБ равен 90 градусов, а угол АП равен 32 градуса, значит остается найти разность. 90 минус 32. 90 минус 30 – 60. 60 минус 2 – 58 градусов. Ответ. Величина угла ПБ равна 58 градусов. Задача номер 4. Сумма длин всех сторон одного треугольника равна 75 сантиметров, а сумма длин всех сторон другого треугольника равна 74 метра. Могут ли эти треугольники быть равными? Ответ пояснить. Сумма длин всех сторон треугольника называется периметром треугольника. То есть, согласно условию задачи, периметр первого треугольника равен 75 сантиметров, а периметр второго треугольника равен 74 метра. Спрашивается, могут ли такие треугольники быть равными? Ответ – нет, поскольку равные треугольники имеют равные соответствующие стороны, а значит и периметры этих треугольников должны быть равны. На этом наш урок подошел к концу. На следующем уроке я продемонстрирую вам решение задач по теме «Основные свойства простейших фигур». Если вам понравился урок, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам благодарна, если поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями через социальные сети. Благодарю за внимание и до следующей встречи на канале «Видеоуроки математики».